Я активный, позитивный, целеустремленный. Пошел в жопу, блядь. Не надо вот этих вот рассказов, что я умею все. Даешь тестовое задание, и сразу там 9 из 10 отваливаются. Вот он такой козел, подлец. У тебя расходы на ипотеку, содержание 13-летней кошки требует специальный корм, пыль в глаза. Я посылаю сразу всех нахуй. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Так, ребят, сегодня будет видео не для тех, кто предприниматель, бизнесмен уже, а для тех, кто работает по найму и тех, кто хочет улучшить свои условия труда. И я сразу скажу, есть очень много видео про то, как собеседоваться с работодателем и так далее, но снимают их в основном люди, которые, в общем-то, сами не являются работодателями. А я вот вам сейчас расскажу, как на самом деле все и происходит. Сейчас будет 10 моментов, на которые я обращаю внимание, когда собеседую людей. 10 пунктов, на которые важно обратить внимание тебе, если ты хочешь очень высокооплачиваемую работу. Итак, первое. Не говори шаблонами. Вот эти вот слова все «я активный», «позитивный», «целеустремленный» и так далее, ну, они просто вышибают нахрен работодателя или там того, кто собеседует, и перед ними сразу предстает человек, который только что там прочитал инструкцию, как вести себя на собеседовании, ну и сами понимаете, что после этого будет. Вместо этого, вместо вот этих всех шаблонов и фраз, и фразочек, да, расскажи свою историю, как у тебя что-то не получилось. Да-да, именно так. Работодатели очень любят, если человек начинает с того, что вот он что-то делал, но у него не получилось, и что потом произошло. Может быть, ты нашел ходы, выходы, и у тебя все же в конце получилось. Твоя реальная история с твоими преодолениями ситуации, событий для работодателя будет то, что надо. Это очень интересно. И еще раз тебе повторю, не говори шаблонами. Второе. Ну, конечно же, когда ты говоришь о зарплате, ну, добавь 10-15% вот сверху, проси чуть-чуть больше. Может быть, работодатель будет торговаться, чуть-чуть подснизить цену или скажет, на испытательный срок чуть-чуть поменьше, а потом добавим. Ну, он обычно работодатели так делают. Вот. А ты проси чуть-чуть побольше. А вдруг он согласится, и вот тогда сразу у тебя будет на 15% больше. Ну, это такая небольшая игра. Но очень важно, не проси в 2 раза больше или в 3 раза больше рынка. Ну, работодатель, что думаете, он что, лошара, что ли? Да он знает рынок, поэтому если ты будешь просить слишком много, он поймет, что ты, ну, например, неадекват, и может не состояться сделка. Поэтому 10-15% то, что надо. Третье. Никогда не говори при аргументации о размере своей зарплаты, о своих нуждах и о своих тратах. Например, что у тебя расходы на ипотеку, содержание там 13-летней кошки требует специальный корм покупать, значит, в магазине и так далее. И еще что-то. Никогда не говори. Работодателю пофиг, какие у тебя там нужды, какие ипотеки, какие кошки и так далее. Работодатель платит тебе деньги за ту пользу, которую ты можешь принести компании. Поэтому концентрируйся на пользе. Четвертое. Продемонстрируй знания компании, в которую ты пришел устраиваться. Вот если ты пришел и ты вообще ничего не знаешь о компании, тем более такой говоришь, ну вот я пришел на собеседование, но вот я первый раз вот слышу название вашей компании и все, на этом твоя беседа и закончится. Вот прямо вот в этот момент гарантия. Во всяком случае, я посылаю сразу всех нахрен, если человек вообще не открывал Google, там, не открывал там какие-то информации, не знает, не осведомлен и наоборот. Преимуществом пользуются те кандидаты, которые достаточно глубоко изучили компанию, традиции, культуру, что было, не было, и он демонстрирует свою вовлеченность. Он перед собеседованием со мной потратил значимое время для того, чтобы изучить компанию, в которой он собирается принести пользу. Если человек не изучал компанию, это означает, да, в общем-то, и пользу он приносить не собирался. Поэтому продемонстрируй знания о компании, в которой ты пришел устраиваться. Пятое. Будь откровенным на собеседовании. Вот если тебя спрашивают о том, как там было на предыдущем месте работы и так далее, какие у тебя недостатки, например, да, ну, как вот, типичный вопрос, который я задаю, вот, какой самый главный недостаток вы вот в себе знаете и видите? Ну и такой, значит, кандидат, он такой, ну, вы знаете, я вот трудоголик, я очень много работаю, я вот… Я говорю, да, пошел в жопу, блядь.
Да. Я еще не видел людей, которые вот это самое, если они трудоголики реальные, они никогда об этом не рассказывают, потому что они сами не знают, они живут в мире, в котором, ну, это просто вот так. А тот, кто рассказывает о себе, что он трудоголик, не, вот он точно какой-то шарлатан или инфомен, который научился, значит, пускать пыль в глаза. Поэтому будьте откровенными, то есть, ну, что есть, говорите, чего нет, вот не надо. Вот этих сказок. Дело в том, что работодатели — это очень умные люди с высочайшим эмоциональным интеллектом, которые вас видят как стеклышко, поэтому не врите, не придумайте, просто будьте откровенными. Шестое. Никогда не отказывайтесь от тестового задания. Тестовое задание — это очень часто используется как фильтр, как нагрузочный фильтр. Ну, вот даешь тестовое задание, и сразу там 9 из 10 отваливаются. Почему? А что мы будем тратить время на… Мы же еще не знаем, мы получим эту работу или нет. Вот 9 отвалились. Значит, не очень хотели. Работодатель специально дает этот тест, потому что им не нужны люди, которые не очень-то и хотели. Поэтому, внимание, никогда не отказывайтесь от тестового задания. Седьмое. Не бойтесь работодателя. Да, это очень важный пункт, потому что не только работодатель вас выбирает, но и вы выбираете работодателя. Это такой союз, это такой танец. Если вы будете бояться, то некоторые работодатели, ну, заплатят вам 3 копейки, дадут минимальные возможные какие-то условия, а вы же достойны большего. Поэтому не бойтесь работодателя, не идите на работу как вот последний шанс в вашей жизни. Тогда вы получите более низкую зарплату, лучшие, то есть худшие условия труда. Вам это надо? Работодатель — босс, но вы специалист. Понимаете, вы обмениваете свое время, свое физическое время, свою интеллектуальные способности, свое, все, что у вас есть, да. Работодатель вам платит, дает интересные вызовы и задачи. Если вы будете бояться, вы не будете удовлетворены работой. И даже если у вас будут деньги, вас постоянно будет щемить какое-то чувство, что что-то не так. И это разрушать будет вас изнутри, поэтому не бойтесь работодателя. Восьмое. Сконцентрируйтесь на том, что вы реально умеете. Вот не надо вот этих вот рассказов, что я умею все, что и то, и я вообще такой мастер на все руки. Мастер на все руки — это называется master of nothing, то есть мастеров ничего. Да? Работодатель сразу понимает, что если перед ним оказался мастер всего, это значит мастер ничего и значит болтун. Концентрируйтесь на том, что реально умеете, в то, что у вас получается. Самое главное, если работодатель вам именно такую работу и предложит, вот, вы тогда расцветете. Представляете, да, ваша работа будет связана с тем, что у вас реально хорошо получается. А это значит что? Кайф, удовлетворенность и деньги. Но при этом, конечно же, демонстрируйте следующее, что если потребуется расширить сферу компетенции или что вы, конечно же, это сделаете. Ну, я надеюсь, что вы будете расширять, значит, зоны своего покрытия для того, чтобы зарплата же выходить, чтобы росла. Ну вот. Девятое. Никогда, подчеркиваю, никогда, и третий раз скажу, никогда не ругайте своего предыдущего начальника. Это сигнал для вашего работодателя, что вы токсичный или токсичная. Вот так. А вот он такой козел, подлец или так далее. На этом основан огромный токсикоз в компаниях. Представляете, вот люди, которые постоянно сеют везде вот эту вот желчь. Никогда не называйте своего начальника козел. Для работодателя это означает, что вы потенциально угрожающий ему человек, который испортит его репутацию в будущем. Потому что кто его знает, почему вы назвали его козлом? Может, вы просто всех называете козлом? Ну, можете так уйти от ответа и сказать, ну, разные бывают люди, вот не сошлись характерами. Ну и еще, если вы судились с прошлым работодателем, ходили в трудовые инспекции, жаловались, и это станет известным нынешнему потенциальному работодателю, конечно, он отнесется с настороженностью к этому. Конечно, если вас обидел предыдущий работодатель, реально обидел, я подтверждаю, нужно отстаивать свои права и так далее. Но просто знайте, лучше, если уж это случилось, откровенно, опять же, рассказать об этом работодателю, что, там клинч был, какой-то там спор, разборка была, откровенно скажите, то есть, не в духе, что он такой вот козел, там что-то там, да нет, а в духе, жизнь есть жизнь, жизнь, она вот проявляется иногда, вот не сошлись, отстаивали свои права и даже судились,
И тогда, если вы спокойно, подчеркиваю, спокойно, внятно, очень, ну так, аккуратно об этом скажете, это, возможно, даже сыграет в плюс. Ну и, конечно же, 10-й пункт, самый мой любимый. Ищите идеальную работу. Ну, идеальную ту работу, которая связана с тем, что у вас хорошо получается. Еще раз повторю, это основа кайфа, удовлетворенности и денег. Ищите сразу идеальную работу. Я понимаю, что иногда с первого тычка, с первой попытки не получается сразу идеально, но ваша направленность, ваша целеустремленность, ваше намерение, яркое намерение даст вам силы. Даже если с первого раза не получилось найти идеальную, то, значит, вы недолго задержитесь на этой пробной работе, да, и пойдете дальше. Не зависайте в работе, которая вам не нравится, надолго. Иначе вы привыкнете, найдете аргументы и объяснения, почему не мы такие, а жизнь такая, и жизнь ваша пройдет в серости и будничности. Поэтому ищите свою идеальную работу. Ребята, и вот еще что. Мне кажется, слишком много людей уверены, что работа всегда это износ, стресс, какая-то вот необходимость и так далее. Слишком много людей в этом уверены. Но я знаю, что на моем канале точно есть люди, которые сейчас на идеальной работе. Вы же точно есть, поэтому напишите мне свои истории, какая у вас работа, что вы чувствуете. Для того, чтобы другие люди, которые пока еще не на идеальной работе, они увидели, сколько нас. Напишите свои истории. Я тоже с большим удовольствием почитаю ваши истории. Давайте сделаем это вместе, покажем тем, кто еще не обрел свою идеальную работу, что они стремились бы к этому. Давайте поможем друг другу. Поехали. Это секретный соус. Это секретный соус.